Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал. Честно говоря, я очень сильно удивлена количеством просмотров и комментариев под первым видео об Израиле. Но хочу также сразу сказать, что это канал о нашем опыте переезда в Израиль, о том, как проходит наша репатриация, о наших впечатлениях об этой стране, о наших переживаниях. Это канал, где я иногда выкладываю видео из наших путешествий. И, наверное, нам все-таки лучше известно о причинах репатриации, о том, почему мы решились на этот шаг и какие мысли у нас были в процессе репатриации. Поэтому я благодарна за ваши комментарии, за советы. Как видите, я надеюсь, что звук стал лучше. Обязательно напишите в комментариях, если есть еще что-то, что нужно обязательно подправить, и я обязательно прислушаюсь к этому. Итак, сегодня я хочу рассказать вообще, как у нас проходила репатриация, то есть мы уже репатриировались, и наконец-то я могу рассказывать о том, как проходит процесс репатриации, какие документы были нужны, как мы летели и так далее. И начну с того, как у нас проходила консульская проверка. С самого начала, если начинать, то анкеты мы отправили 24 февраля. Мы тянули с этим очень долго, они у нас лежали распечатаны, и 24 февраля наконец-то мы сели, заполнили их и отправили. Через примерно пару месяцев нам пришло предложение пройти предварительную проверку по программе Go No Go, и мы ее не прошли. Нам пришел отказ с рекомендацией пройти очную проверку. Предварительная проверка давала право на бесплатные билеты в Израиль от Сахнута, но нам пришел отказ, и единственное, что утешало, что у нас уже была дата очной проверки. Очная проверка у нас была назначена на 10 июля в Новосибирске. Нам позвонили 15 июня и сказали, что вот приедет консул, не хотите ли вы пройти. Что оставалось сделать, кроме как согласиться, поэтому мы согласились, но не успели уже сделать некоторые документы, например, справку о несудимости. Мы ее заказали, но просто невозможно было сделать ее за эти 3 недели. Сама консульская проверка прошла очень легко. Мы проходили ее в отеле Hilton в Новосибирске. Мы специально поселились в этом отеле, чтобы все прошло как можно легче для Антона. Мы репатрировались в Израиль, чтобы Антошке было лучше. И, конечно, когда я изучала, как здесь вообще происходит лечение детей с аутизмом, как относятся к их особенностям, у меня было уже такое убеждение, что любые выкрутасы Антохины будут восприняты спокойно. Но в первый же момент, когда мы пришли на консульскую проверку и нас посадили в специальный кабинет, где все сидели и ждали своей очереди, Антон распсиховался, потому что ему очень не нравится вот это ощущение, где нагнетают тишину, заставляют сидеть молча, не разрешают смотреть мультики. И мы, конечно, пытались всеми силами как-то его успокаивать, чтобы он был терпеливым, но вот все-таки не до конца у нас это получилось. И в итоге через пару минут меня вызвал в коридор охранник, который сказал такие слова: ваш ребенок ведет себя неадекватно, если он не успокоится в течение 15 минут, вам будет отказано в приеме. Сказать, что я была в шоке, это вообще ничего не сказать, потому что у меня просто опустились руки, и я не понимала, а где вот это израильское, да, то есть это была первая очная встреча такая с Израилем, и вот такие вот слова. Но когда мы зашли к консулу, конечно, Антоха не успокоился, когда мы зашли к консулу, просто все было идеально,
Антоха, конечно, попсиховал, но ему понравилось там смотреть в окно, спрятаться в шторах, и консул относился к этому абсолютно нормально. Более того, она начала нам давать советы, где нам лучше проходить лечение, где нам лучше селиться, как это все будет организовано. И да, первые впечатления в итоге об Израиле остались очень даже положительные. И какие документы, да, нужны для репатриации? Ну, во-первых, это основной пакет документов, это свидетельство о браке, о рождении, о смерти на каждого родственника в цепочке родства до вот еврея. У нас, буду рассказывать на нашем примере, у нас еврейка была Мишина прабабушка, и так как еврейство передается по материнской линии, то еврейка была и ее дочь, Мишина бабушка, и сын Мишиной бабушки, Мишин отец. Соответственно, Миша сын еврея, а Антоха внук еврея, поэтому у нас мы все сразу получили гражданство. То есть необходимы были документы вот основные на вот этих людей. Потом также нужно было, так как у нас не было старых советских документов, никого из них, только Мишиного папы, и то оно очень ветхое, мы делали повторные свидетельства, это делается в ЗАГСе, стоит это 350 рублей, и последние я заказывала уже на госуслугах, появилась такая возможность, и тогда можно заказать с небольшой скидкой. Если это делать очно в ЗАГСе, то это стоит 350 рублей и делается буквально там за 20 минут. Но нужно учитывать, что иногда в ЗАГСах не очень любят, когда их занимают вот так на час, на два, просто одним пакетом документов. Вот. Но с повторными справками есть нюанс, что консул может потребовать справки к этим свидетельствам. Это называются расширенные справки. И расширенная справка в ЗАГСе стоит 200 рублей. На госуслугах ее не заказать, по крайней мере, нельзя было раньше, и нужно заказывать уже на месте. Вот. Обязательно в иных сведениях указать, что вам нужна национальность. В таком случае, например, в том же свидетельстве о смерти у вас будет указана национальность, и у нас, у Мишиной прабабушки, это был один из документов, подтверждающих еврейские корни, была указана национальность еврейка. Помимо основных документов, консул может попросить вас предоставить любые косвенные документы, подтверждающие еврейские корни. Например, это могут быть копии личных дел из мест учебы, работы ваших предков, это может быть личная карточка, это может быть справка об эвакуации евреев, которую можно запросить в Красном Кресте. Это может быть военный билет, в общем, любой документ, выписка из домовой книги, что угодно, где указана национальность. У нас это было личное дело Мишиной прабабушки, когда она вступала в партию, там была и автобиография, и 2 анкеты, в которых в обеих было указано, что она еврейка, владеет еврейским языком и так далее. Вот, еще у нас была справка об эвакуации. У меня есть папка, с которой мы ходили на консульскую проверку, и здесь, конечно, я распечатала фотографии, но на них тоже, к сожалению, никто не взглянул, хотя я здесь подписала на всякий случай, кто есть кто. Я раскладывала документы в папке по уровням, то есть сначала шли наши документы, потом Мишиного папы, Мишиной бабушки, и в конце уже были документы на прабабушку и прапрадеда. Вот, то есть нарисовала на всякий случай дерево, в случае распечатала, отметила, по какой линии мы репатриируемся, тест ДНК, и дальше вот повторные свидетельства о рождениях, о браках, где у нас были копии, мы постарались их заверить нотариально, но это было не важно, даже свидетельство о смерти, о браке. И вот так выглядит справка о смерти, где указана национальность. И дальше у нас вот пошли косвенные документы. То есть это вот сканы из
личного дела, которые нам прислали из архива, анкета, автобиография, так, еще одна анкета. Это уже на прапрадеда. То есть у нас получилось достать еще и на прапрадеда справку о смерти. И просто распечатанная с сайта я нашла на Яд Вашем, нашла карточку эвакуированного на Мишину прабабушку. И дальше я положила вообще косвенные документы, то есть это брат Мишиной прабабушки, где тоже указана национальность, но это, естественно, даже смотреть никто не стал. Вопрос, как мы летели. В прошлом видео в комментариях кто-то пытался меня подловить, что если бы мы там не спешили улететь из России, то мы бы дождались бесплатного рейса. Мы дождались бесплатного рейса, но, к сожалению, нет Сахнута. Или к счастью, потому что Сахнут, честно говоря, просто игнорировал наши звонки и сообщения в какой-то момент, хотя у нас полет был запланирован с ними на ноябрь. Мы в июле месяце сразу после консульской проверки заполнили анкету, попросили рейс на ноябрь. И сначала была видимость, что они что-то делают, что-то пытаются для нас найти, но в какой-то момент они перестали выходить на связь. Не знаю, связано ли это с судом и с закрытием Сахнута в России, но факт остается фактом, что нас отправляли к полетному координатору, который просто игнорировал нас. И сейчас 24 ноября нам никто из Сахнута не звонил, поэтому не знаю, куда бы мы с ними улетели, но где-то в начале сентября, когда мы уже засомневались, что в Сахнуте нам что-то помогут сделать, помогут с билетами, мы обратились в фонд дружбы. Я нашла их случайно, вообще не знала, что они существуют, как и, видимо, многие, и просто написала координатору в Казахстане, есть ли контакты какого-то российского представителя. Он сказал, что в России нет представителя, и они могут нам помочь в Казахстане, нас отправить в Израиль, но из Астаны или Алматы. Из России, к сожалению, не получится. То есть нам нужно было бы своим ходом добраться до Астаны, Алматы и уже дальше лететь. Мы решили все-таки немножко подождать, потому что мы планировали, что у нас будет очень много багажа, и лететь даже в Астану с этим всем багажом было бы накладно. Но мобилизация, она все изменила, весь наш план, и мы поехали. Супруг поехал на машине, забрав большую часть багажа, а мы с Антошкой полетели самолетом в Астану, в город, где я родилась и выросла, и мы просто побыли в моем родном доме почти месяц. Поэтому, когда уже стало ясно, что мы все-таки едем в Астану, мы все-таки связались еще раз с представителем фонда дружбы и сказали, что мы готовы лететь с ними. Буквально там за несколько дней нам предоставили билеты, предложили их на после праздников, чтобы мы здесь не куковали без документов, без денег и без прочего, и предложили лететь в 20-х числах октября, чтобы уже не застать праздники. Поэтому все прошло просто идеально, и еще один огромный плюс, который не мог не повлиять на наш выбор, это то, что в фонде дружбы по прилету вам еще положен подарок. Это денежный подарок. У нас получилось 4500 шекелей на нашу семью. Нам говорили, что это $500 на взрослого и 300 на ребенка. Также нам оплатили 9 мест багажа, в Сахнуте оплачивают 6, по 2 на человека, в фонде дружбы нам оплатили 3. Летели мы из Астаны через Варшаву в Тель-Авив, и первый 7-часовой перелет у нас был не в эконом-классе, а в классе, как-то он называется, премиум-эконом, что ли. Выглядело очень круто, то есть это такие широкие сиденья, практически бизнес-класс, короче, вот. Дальше у нас была 10-часовая пересадка в Польше. Конечно, я очень переживала, на самом деле, о пересадке в Польше, потому что ситуация накаленная, и
было немного страшновато, что могут там, не знаю, не посадить на рейс или еще что-то, но все прошло идеально, не было никаких вопросов, не считая того, что я успела получить Антошиным планшетом в нос, и он у меня просто разбух так, что... Да, но в целом все прошло идеально, как я считаю. Вот, а Александр из фонда дружбы поддерживал нас на протяжении всей подготовки к перелету, на протяжении всего перелета, и я недавно что-то смотрела нашу переписку с ним, после того, как мы прилетели в 6 утра, то есть мы прилетели в 4, а в 6 я ему писала, что мы в отеле, спасибо огромное, и спросила, где деньги. Вот, но деньги перечисляют на счет, так что не переживайте, фонд дружбы переведет вам на счет, как только вы его откроете. Как посчитать, имеете ли вы право на репатриацию? Право на репатриацию имеют евреи, дети евреев, внуки евреев, но легче всего это понять по дереву, которое вы сейчас увидите на экране. Просто посмотрите, если ваш еврей в зеленом кружочке, значит, вы имеете право на репатриацию. Помимо всех вот этих вот плюшек, помимо курсов иврита и прочего, первые полгода вам платят деньги. О том, какая сумма причитается именно вам, вы можете посмотреть в табличке, которая сейчас будет на экране. Допустим, вы семья с 7-летним ребенком, как мы. В таком случае вам положена корзина на молодую семейную пару и на ребенка с 4 до 18 лет. Сумма получается неплохая, и в Тель-Авиве, конечно, на нее будет не прожить, но в каком-нибудь небольшом городке вполне можно и снимать квартиру на эти деньги, и жить месяц. Еще один вопрос, который мне часто спрашивают, потому что, мне кажется, просто не знают об этом, но есть фонд, который может вернуть все ваши расходы на консульскую проверку, то есть, например, на трансфер до города, где у вас консульская проверка, на проживание в этом городе, и на всякие расходы, связанные там с апостилированием и так далее. Так что, в принципе, вы можете абсолютно бесплатно репатрироваться в Израиль. И я надеюсь, что у вас это получится. Если у вас есть еврейские корни, то дерзайте, пробуйте, делитесь своим опытом. И желаю всем удачи, легкой абсорбции, если вы уже здесь. Всем большое спасибо, пока, и увидимся в следующем видео. Не забудьте написать, как сегодня был звук.